Здравствуйте! Напоминаем о том, что завершается распродажа курса «Русский через истории от А до Я». Вы еще можете приобрести его с максимальной скидкой. Поторопитесь! Сегодня мы поговорим о том, почему мы предлагаем вам такой способ изучения русского и в чем его принципиальное отличие от других методов. Давайте разберемся. В чем суть традиционных школьных подходов? Почему все больше людей используют альтернативные методы? Освоить родной язык и иностранный – это одно и то же? Мы с вами много говорили о том, как осваивать язык, используя стратегии, что работают при освоении и родного, и иностранного языков. Почему же этот подход не применяется повсеместно? Традиционные методы предполагают, что когда мы заучим достаточное количество слов и грамматики, они сложатся у нас в голове, и тогда мы сможем использовать язык. Но так это не работает. Этот волшебный момент никогда не наступает. Мы учим язык годами, переходя от уровня к уровню, но без видимого результата. Почему выжил традиционный подход? Традиционный подход сформировался 2 столетия назад, когда мы практически ничего не знали о работе мозга. Причина, по которой он не только выжил, но и широко используется, в том, что он выглядит логично. Между тем, его главной целью была возможность наказывать студентов. Реальное знание языка сложно оценить. Поэтому мы получили образовательные стандарты. Искусственное установление набора знаний дает механизм для оценки. Каждый этап обучения предполагает проверку. Учимся в школе, и для перехода в следующий класс нас готовят к сдаче теста. Успешно выдержав один, мы готовимся к следующему. В итоге нас учат несколько лет для выпускного экзамена. Но и его целью является лишь поступление в институт, где нас продолжают на новом уровне обучать сдаче экзаменов. После получения формального образования, если мы решаем освоить новый навык, то мы ищем соответствующую образовательную программу. И мы обращаемся за изучением языка к профессионалам. Однако система диктует, что частные школы, курсы и даже репетиторы вынуждены соответствовать целой серии параметров, а их ученики должны получить набор знаний, выраженный в тестах. Все это позволяет обучать нас годами. В итоге теория, основанная на неверных предположениях, превратилась в гигантскую индустрию. Неважно, что этот метод причиняет студентам прямой вред, делает изучение языков сложным, неэффективным и ненавистным занятием. Многие и не подозревают, что есть альтернатива. Альтернатива существует. То, что нам выдают за причину освоения языков, знание грамматики и слов, является его прямым следствием. Мы знаем грамматику, если понимаем язык и говорим на нем. Считается, что дети имеют какую-то особенную способность к языкам, которая впоследствии утрачивается. Это миф. Мы постоянно видим, как взрослые приезжают в другую страну и через год-два начинают говорить. Они делают это быстрее детей, будучи поставленными в адекватные условия. Мы не замечаем очевидного. Способность говорить на любом языке всегда с нами. Мы овладели родным языком, не прилагая усилий. Это не заслуга учителей родной речи. Мы улучшаем навык, практикуя его. Слушая интервью с известными полиглотами, можно получить тысячи различных советов по изучению языка. Но суть в том, что каждый из них рано или поздно понимал, что необходимое количество грамматики выучить невозможно в любом случае. Подавляющее большинство описывает свой самый удачный и эффективный опыт как опыт освоения, а не изучения. Переходим к практической части. Давайте вспомним основные этапы работы с эпизодом курса. Слушайте эпизод несколько раз, не глядя в текст. Это тест, это ваш текущий уровень понимания.
Слушайте эпизод, глядя в перевод, в английский текст. Задача понять аудио. Слушайте эпизод, глядя в русский текст. Задача понять аудио, не обращаясь к переводу. Дешифруйте текст. Читайте вслух и отмечайте непонятные места. По окончании разберитесь с ними и прослушайте эпизод еще раз. Слушайте аудио и выполняйте shadowing. Задача уверенно воспроизводить речь одновременно с рассказчиками. Прослушайте отрывок, рубрику эпизода, поставьте на паузу и постарайтесь пересказать его своими словами. Задача – выразить свои мысли на русском. Ну и работайте с практической частью эпизода. Задача – уверенно справляться с упражнениями. На каждом из этапов можно стараться выполнять практические задания. Вопрос-ответ и обратный перевод. Ну а после проработки эпизода напишите небольшое эссе на русском на связанную с эпизодом тему и используйте его в качестве материала для вашей разговорной сессии с носителем языка. Ну а теперь небольшой сюрприз. Для отработки вышеописанных шагов мы дарим вам второй премиум-эпизод нашего курса и напоминаем, что завтра последний день, когда вы можете приобрести весь первый сезон курса подкаста с максимальной скидкой.